Глава 2081. Хребет железного песка. Отказ Хань Ли весьма огорчил даосского священника. Очень жаль. Наш дворец в настоящее время набирает влиятельных коллег-даосов для подготовки к важному событию. Если вы присоединитесь к нам, вы определенно не пожалеете о своем решении, настаивал даосский священник, слегка нахмурив брови. Спасибо за любезное предложение. Но я действительно не хочу быть связанным какой-либо силой, снова отказался Хань Ли. В таком случае я не буду больше говорить об этом. Что касается того, почему мы с моим компаньоном появились здесь, наш дворец повелителя зверей получил большую сумму дьявольских камней несколько десятилетий назад вместе с просьбой убить всех в вашей группе. Будьте уверены, наш дворец повелителя зверей не будет продолжать посылать за вами убийц только потому, что мы взялись за эту работу. Мы будем направлять людей только в соответствии с уровнем компенсации, выдаваемой за одну попытку убийства. Если мы столкнемся с могущественными коллегами-даосами, такими как вы, мы попросим только спарринг-матч, и мы можем даже пригласить этих уважаемых даосов присоединиться к нашему дворцу повелителя зверей, как мы сделали в этом случае. Наконец, даосский священник раскрыл их мотивы. Понятно. Я также слышал, что дворец повелителя зверей принимает запросы такого рода. Но могу ли я спросить, кто заплатил за то, чтобы нас убили? Спросила женщина из семьи Е с улыбкой, подойдя к Хань Ли. Боюсь, я не смогу на это ответить. Наш дворец повелителя зверей строго запрещает утечку информации о клиенте, и этот запрос поступил от анонимного источника, так что даже наш дворец не знает, кто это был, даосский священник ответил, покачав головой. Понятно. Я полагаю, что дворец повелителя зверей послал людей и за остальными нашими товарищами, верно? Спросил Хань Ли с улыбкой. Пока эти твои товарищи тоже дьявольские лорды, они будут вызываться только на спарринге, довольно двусмысленно ответил даосский священник. В таком случае не должно быть никаких проблем. Как и ожидалось от широко известной сверхдержавы нашего святого царства, которая может отправить столько старейшин уровня дьявольского лорда одновременно. Средняя большая семья просто не может сравниться с вами, похвалил Хань Ли. Даосский священник улыбнулся и уже собирался ответить, когда вспышка слабого белого света и низкий жужжащий звук вырвались из нефритового кулона, свисающего с его талии. Выражение лица даосского священника слегка изменилось, когда он увидел это, и тут же сложил кулак в прощальном приветствии. Таким образом, обменявшись еще несколькими любезностями, дородный мужчина и даосский священник ушли как две полосы света, быстро исчезнув вдали. «Фея Е, ты думаешь, они только что говорили правду?» — спросил Хань Ли, глядя в том направлении, куда ушли два повелителя зверей. «Я думаю, что это в основном правда. Действительно казалось, что они не питали никакого намерения убить нас. Но если бы они нашли нас легкими противниками для победы во время спарринга, то они, скорее всего, убили бы нас. В конце концов, дворец повелителя зверей не имеет очень хорошей репутации среди дьявольских существ, ответила женщина из семьи Е с задумчивым выражением лица. Возможно, это правильно. Я думаю, что главная причина их настороженности в том, что они не могут определить наше происхождение. В конце концов, мы группа из 9 существ в стадии интеграции тела, что является довольно грозной силой в царстве старших дьяволов. К сожалению, в результате этого у них, скорее всего, появится довольно сильный интерес к нашей группе, проанализировал создавшуюся ситуацию Хань Ли. В таком случае мы должны просто держать их здесь постоянно, чтобы они не смогли доложить во дворец повелителя зверей. Мы с тобой вместе должны быть в состоянии сделать это, холодно сказала женщина из семьи Е, и Хань Ли заметил кровожадный взгляд в ее глазах. Естественно, это осуществимый вариант. Но дьявольские звери на стадии метаморфозы намного сильнее, чем средний дьявольский лорд, поэтому у нас будет только около 50% шансов на успех. Вдобавок ко всему напомню, что дворец повелителя зверей направил людей, чтобы атаковать брата Лонга и других. Поэтому нет смысла делать что-то подобное, ответил Хань Ли, покачав головой. Это правда, но дворец повелителя зверей очень могущественная секта. Если они проведут обширные исследования нашего происхождения, наше прикрытие, скорее всего, будет раскрыто, вздохнула женщина из семьи Е, нахмурив брови. Царство старших дьяволов даже больше, чем царство духов, поэтому нет ничего примечательного в нескольких дьявольских лордах, о которых не знал дворец повелителя зверей. В лучшем случае они станут подозревать нас, но они, скорее всего, на самом деле ничего не будут делать. Кроме того, кто знает, сколько лет пройдет, прежде чем им удастся установить наше происхождение. К тому времени мы бы уже вернулись в царство духов. Но с этого момента нам нужно действовать с большей осторожностью, сказал Хань Ли. Действительно. Надеюсь, остальная часть нашего плана будет продвигаться более гладко, сказала женщина из семьи Е с кривой улыбкой. Не беспокойтесь, фея Е. Не должно быть никаких проблем, если вы ранее не раскрыли наш план по захвату истинной крови лазурного Луаня. В
В противном случае это, судя по всему, это будет довольно большой подарок для дворца повелителя зверей, размышлял Хань Ли. Женщина из семьи Е слегка запнулась, услышав это, прежде чем ей внезапно пришла в голову мысль, и ее лицо мгновенно значительно побледнело. Может ли это быть как-то связано с дьявольским вторжением в наше царство духов? Возможно, исход битвы уже достигнут. Мы только что вышли из пустыни воя иллюзий, поэтому у нас еще не было возможности узнать последние новости. Но я надеюсь, что это не так. Мы прошли через этот город очень поспешно. Но, возможно, другие из нашей группы уже собрали информацию об этом. Надеюсь, мы сможем узнать больше о текущей ситуации, когда доберемся до следующего дьявольского города, спокойно сказал Хань Ли. Он знал, что с обширными приготовлениями, сделанными людьми и другими расами, они не могли быть побеждены всего за несколько десятилетий. Кроме того, войдя в царство старших дьяволов, Хань Ли обнаружил, что лишь небольшая часть сил царства старших дьяволов вторглась в царство духов, в то время как большинство, казалось, вообще не заботились об этой битве. В противном случае, независимо от того, какие обширные приготовления были сделаны, люди и другие расы не смогли бы бороться со всем царством старших дьяволов. Но одновременно большинство священных предков царства старших дьяволов отправили клонов в царство духов, что было довольно странным явлением. Хань Ли был довольно озадачен этим вопросом, но не выказал внешнего смущения, когда позвал женщину из семьи Е, прежде чем полететь обратно на летающую лодку. Через несколько мгновений летающая лодка продолжала двигаться как шар черного света. Тем временем патриарх длинной семьи и старейшина Хуэй находились в воздухе над Зеленым озером, наблюдая, как два взрыва черной ци уносятся вдаль. Дворец повелителя зверей, а? Это довольно хлопотно, мрачно пробормотал себе под нос патриарх длинной семьи. Нет необходимости останавливаться на этом, брат Лонг. Они уже знают, что с нами нельзя связываться. Поэтому я уверен, что они не будут нас больше беспокоить. Продолжим наше путешествие к морю дьявольского происхождения. Дворец повелителя зверей ничего не сможет нам сделать. Это не похоже на то, что священный предок Ван Шоу лично выследит нас, сказал старейшина Хуэй с холодной улыбкой. Конечно, священный предок Ван Шоу не придет за нами лично. Но вполне возможно, что он может послать за нами одного или двух клонов, мрачно сказал патриарх длинной семьи. Выражение лица старейшины Хая резко изменилось, когда он услышал это. Конечно, нет. Наше происхождение действительно довольно подозрительно, но не так-то просто привлечь внимание священного предка. Я очень на это надеюсь. Давайте убираться отсюда немедленно, не беспокойтесь больше о сохранении магической силы, холодно проинструктировал патриарх длинной семьи. Старейшина Хай поспешно кивнул в ответ. В другом месте святая дева Тысячи Осеней и Чжи Шуй бесстрастно парили в воздухе. Недалеко от них стояла пара дьявольских стариков, у обоих были очень бледные лица, и они смотрели на Чжи Шуя с ужасом в глазах. Хань Ли и женщина из семьи Е продолжали изо всех сил гнать черную летающую лодку. Пролетев полмесяца, наконец добрались до маленького дьявольского городка, где и пробыли несколько дней. За это время Хань Ли и женщина расстались и собрали много информации. Они обнаружили, что за последние несколько десятилетий между дьявольскими существами и расами царства духов произошло несколько крупных сражений. Вдобавок ко всему, некоторые священные предки, наконец, спустились в царство духов, но они встретили сопротивление со стороны существ великой стадии вознесения из противоборствующих рас, и результата не было. Эта информация стала большим облегчением для Хань Ли и женщины. Несмотря на то, что информация, которую они собрали, была довольно туманной и даже в некоторых случаях неполной, это был общий вердикт, к которому они пришли. Таким образом, пробыв в городе еще 2 дня, они продолжили свой путь, и их следующей целью был хребет Железного песка. Они наслаждались плавным путешествием более 3 месяцев, прежде чем, наконец, увидели впереди огромный черный горный хребет. Все деревья и скалы на горном хребте были черно-зеленого цвета, вызывая довольно тревожное ощущение, как будто в горном хребте скрывалось бесчисленное множество дьявольских существ. Глава 2082. Деревня Благовоний. Значит, это хребет Железного песка. Дьявольской ци здесь гораздо больше, чем в других местах. Здесь должно быть много дьявольских зверей, задумчиво пробормотал Хань Ли, стоя перед летающей лодкой. Раса лазурного крыла хорошо владеет техникой приручения зверей, поэтому практически бесконечное количество дьявольских тварей здесь делает это место идеальным для их поселения. В противном случае с их скудным населением они никак не могли бы контролировать такую большую территорию, ответила женщина из семьи Е. Методы приручения зверей. Тот факт, что эти существа лазурного крыла полагаются на дьявольских зверей, предполагает, что их силы, скорее всего, не особо велики, ответил Хань Ли с улыбкой. Это может иметь место для обычных существ лазурного крыла.
Но я сильно сомневаюсь, что основные существа лазурного крыла, на которых мы нацелены, будут иметь ту же слабость, ответила женщина из семьи Е, когда в его глазах появилось слегка печальное выражение. Мы уже готовы столкнуться с клоном священного предка, поэтому эти основные существа лазурного крыла не будут поводом для беспокойства. Сказав это, я вижу, что эти существа лазурного крыла живут группами, которые похожи на деревни. Скорее всего, будет довольно проблематично найти среди них подходящую цель, сказал Ханли. Действительно. Проблема в том, что мы не можем задерживаться здесь больше, чем на месяц. В противном случае мы опоздаем на условленную дату, чтобы встретиться с остальными, слегка обеспокоенно сказала женщина из семьи Е. Если нам не слишком повезло, месяца должно хватить. Кроме того, нет ли у тебя особого сокровища, которое может чувствовать наши цели в радиусе 5 километров? Спросил Ханли. Это действительно так. Но основные существа лазурного крыла определенно постоянно тщательно охраняются, поэтому приблизиться к ним будет нелегко. Возможно, нам придется рискнуть и проникнуть в некоторые из более крупных деревень, ответила женщина из семьи Е с кривой улыбкой. Пока нам не посчастливилось проникнуть в деревню, в которой находится священный предок Лин Юань, не должно быть никаких проблем, сказал Ханли. Я, конечно, на это надеюсь. Жаль, что мы не знаем точно, где проживает этот священный предок Лин Юань. В противном случае мы сможем значительно минимизировать связанный с этим риск, вздохнула женщина из семьи Е. Я также надеюсь, что мы не потревожим клона этого священного предка. Но в конце концов, все зависит от удачи. Учитывая, что мы идем за такой соблазнительной наградой, будет справедливо, если мы возьмем на себя некоторый риск. Но надо быть готовыми, что бесплатно, в конце концов, ничего не получить, с улыбкой ответил Ханли. Хе-хе, если бы я была одна, я бы чувствовала себя очень неловко. Но раз ты здесь, чтобы помочь мне, не должно быть никаких проблем. Давай сейчас войдем в хребет железного песка. Думаю, нам стоит продолжать уже двигаться самим, сказала женщина из семьи Е, указывая на горный хребет вдалеке. Ханли, естественно, не возражал против этого. Он кивнул, прежде чем вылететь из черной лодки. Женщина из семьи Е сделала ручную печать, и летающая лодка быстро уменьшилась до миниатюрной лодки размером с ладонь во вспышке черного света. После этого они еще некоторое время разговаривали, прежде чем полететь к горному хребту вдалеке, как две полосы света. Вскоре после этого они оба бесследно исчезли в горном хребте. 5 дней спустя Хань Ли пересекал долину между парой отвесных скал на высокой скорости, преодолевая расстояние в несколько сотен футов с каждой вспышкой. Он путешествовал один, так как он и женщина из семьи Е решили расстаться после входа в горный хребет. Вскоре после этого Хань Ли достиг выхода из долины и уже собирался вылететь на открытое пространство, как вдруг из нескольких пещер на скалах по обе стороны от него раздалась череда неприятных криков. Сразу же после этого из пещер вылетела дюжина или около того гигантских зеленых дьявольских птиц, прежде чем свирепо броситься на Хань Ли. Размах крыльев этих дьявольских птиц составлял 50 футов, и они напоминали гигантских стервятников со злобными желтыми глазами. Выражение лица Хань Ли осталось совершенно неизменным, когда он поднял руку и последовательно провел 5 пальцами по воздуху. 5 лазурных нитей вырвались из его пальцев и мгновенно растворились в телах этих дьявольских птиц. Дьявольские птицы тотчас же испустили крик боли, когда их расчлененные тела рухнули вниз. Что касается Хань Ли, то он уже проходил через эту местность, так что ни одна капля крови не запятнала его мантию. Между тем, в темной долине поблизости женщина из семьи Е пряталась за большим деревом и смотрела на вход в долину. Вход в долину зарос густыми кустами, которые были почти в 2 раза выше взрослого человека, и он был очень унылым и бесплодным. Однако женщина целых 2 часа смотрела на вход в долину, не мигая, как будто оценивая что-то чрезвычайно интересное. Внезапно в воздухе над долиной вспыхнул взрыв пространственных колебаний, и появились 2 крылатых дьявольских существа в кожаных одеждах. Эти 2 дьявольских существа осмотрели свое окружение, чтобы убедиться, что все в порядке, а затем немедленно улетели, быстро исчезнув вдали. Увидев это, на лице женщины появилась взволнованная улыбка, и она тут же поставила ручную печать, которая также исчезла на месте. Вскоре женщина из семьи Е оказалась в безвестной пещере, которая находилась в 1000 километров от долины. Ее ладонь была прижата к голове крылатого дьявольского существа, а на ее лице кружился слой пятицветного света, что указывало на то, что она использовала какую-то технику поиска души. На соседней земле лицом вниз лежало еще одно дьявольское существо, и было неясно, жив он или мертв. Через несколько мгновений пятицветный свет исчез с лица женщины, и она выпустила голову крылатого дьявольского существа, после чего тот тут же рухнул на землю. Значит, это всего лишь деревня на окраине территории поселений Лазурного крыла. Похоже, мне придется отправиться в некоторые из более крупных деревень, если я хочу найти некоторых основных существ Лазурного крыла. Перед этим я сообщу Даосу Ханю эту информацию,
пробормотала женщина с задумчивым взглядом. Сразу же после этого она сделала хватательное движение одной рукой, и в ее руке появилась белая формирующая пластина. Она быстро провела пальцем по формирующей пластине, затем осторожно положила на нее ладонь. Раздался глухой удар, когда формирующая пластина взорвалась шаром белого света, внутри которого была строка серебряного текста, исчезнувшая во вспышке. После этого женщина бросила взгляд на двух дьявольских существ на земле, и в ее глазах вспыхнул холодный свет. Хань Ли летел по воздуху, когда выражение его лица внезапно слегка изменилось, и он перевернул руку, чтобы достать идентичную формирующую пластину с тем же серебряным текстом, начертанным на ее поверхности. Хань Ли быстро взглянул на строку текста, прежде чем немедленно изменить направление полета. Полмесяца спустя Хань Ли и женщина из семьи Е стояли на ветке массивного дерева, расположенного на краю небольшой котловины, окруженной 3 горами треугольной формы. В данный момент они вглядывались в облако белого тумана между горами, источавшее неописуемый аромат. «Ты уверена, что это одна из 4 главных деревень расы лазурных крыльев, фея Е?» — внезапно спросил Хань Ли. «Нет никаких сомнений, это определенно деревня благовоний. Я использовала технику поиска души на 2 существах лазурного крыла, чтобы установить точное местонахождение этой деревни. Это деревня благовоний. Однако я уверена, что в деревне такого масштаба есть и основные существа лазурного крыла. Проблема в том, что здесь явно установлены некоторые мощные ограничения, поэтому проникнуть в деревню будет непросто», — мрачно ответила женщина из семьи Е. «Это должно быть подходящее место, судя по аромату, исходящему из тумана. Что касается способа проникнуть в деревню, у меня есть кое-что в рукаве. Но нам придется подождать, пока не представится подходящая возможность, так что давай подождем пока здесь», — сказал Хань Ли с уверенной улыбкой. Женщина из семьи Е была в восторге, услышав это. «Приятно слышать, брат Хань. В таком случае я последую твоему примеру». Хань Ли просто кивнул и ничего не ответил, но внезапно бросил взгляд в определенном направлении. Через некоторое время в далеком небе появилась гигантская летающая змея длиной более 100 футов, которая стремительно летела к горе. На спине летающей змеи сидели 7 или 8 существ лазурного крыла, и у всех у них было ликующее выражение лица. Это была группа молодых мужчин и женщин, за исключением лидера, который был пожилым мужчиной, испускающим мощную ауру. «Хорошо. Вот и представилась возможность», — неторопливо сказал Хань Ли, вставая на ноги, оценивая группу существ лазурного крыла. Женщина из семьи Е тоже встала и повернулась к Хань Ли с любопытством в глазах. Вместо того, чтобы что-то объяснять, Хань Ли поднял руку, чтобы отправить предмет в сторону женщины. Женщина из семьи Е немного запнулась, прежде чем рефлекторно схватила предмет и обнаружила, что это фиолетовый талисман. Затем Хань Ли сказал спокойным голосом: «Активируй этот талисман, и ты сможешь прокрасться в долину, следуя за этими существами лазурного крыла. Пока в этой деревне благовоний не установлены особые ограничения, ты сможешь проникнуть внутрь без каких-либо проблем. Однако будь осторожна, чтобы не высвободить какие-либо способности, иначе талисман не сработает». Как только его голос оборвался, он перевернул руку, чтобы достать такой же талисман, прежде чем немедленно прикрепить его к своему телу. Вспышка фиолетового света вспыхнула прямо перед изумленными глазами женщины, и бесчисленные серебряные руны вырвались в безумие, превратившись в облако серебряного тумана, которое затопило все тело Хань Ли. Глава 2083. Вход силой. После того, как туман рассеялся, Хань Ли нигде не было видно. Женщина из семьи Е поспешно обвела своим духовным чутьем окрестности, но была потрясена, обнаружив, что больше не может ощущать Хань Ли. Внезапно в ее ушах раздался спокойный голос Хань Ли. «Не стоит тревожиться, уважаемые. Те существа лазурного крыла вот-вот прибудут сюда, так что нам нужно поторопиться». Услышав это, ее сердце дрогнуло, и она немедленно повторила то, что только что сделал Хань Ли. Вспыхнул фиолетовый свет, облако серебристого тумана рассеялось, скрывая все ее тело. Талисман невидимости высокого зенита, естественно, имел совершенно разные уровни эффективности при использовании разными людьми. Как культиватор интеграции тела, использующий этот талисман, она не будет обнаружена, если только дьявольский лорд той же базы культивирования из расы лазурного крыла не будет тщательно искать ее, используя свое духовное чутье. Что касается Хань Ли, то после использования талисмана невидимости высокого зенита только высшие дьявольские лорды, которые были в полушаге от того, чтобы стать священными предками, имели шанс обнаружить его. В этот момент гигантская летающая змея уже медленно спускалась к туману внизу и ненадолго остановилась в воздухе, пока пожилой человек осматривал окрестности. Затем он сложил ручную печать, чтобы выпустить полосу зеленого света, которая исчезла в темноте тумана в мгновение ока.
Через несколько мгновений аромат, испускаемый туманом, стал в несколько раз более выраженным, и туман расступился, открыв путь шириной около 10 футов. На другом конце дорожки едва можно было разглядеть череду неясных зданий, и пожилой дьявольский человек тут же без колебаний топнул ногой на летящую змею, увидев это. Летающая змея зашипела, когда ее тело быстро сжалось во вспышке лазурного света, после чего оно было спрятано в рукаве пожилого человека. Затем пожилой мужчина повернулся к более молодым дьявольским существам позади него и сказал что-то с улыбкой, а затем поплыл в отверстие в тумане. Молодые дьявольские существа также следовали за ним с широкими улыбками на лицах. Затем туман поднялся, когда путь был медленно закрыт. Без ведома дьявольских существ, охраняющих ограничения, две совершенно незаметные фигуры преследовали этих молодых дьявольских существ в отверстии в тумане. Примерно через 2 часа Хань Ли парил в воздухе над черной деревянной пагодой высотой более 1000 футов. Он все еще был скрыт своим талисманом невидимости высокого зенита и осматривал огромную деревню внизу. Эта деревня имела площадь более 10 тысяч акров, и массивные деревья росли между 3 горами, образуя естественную защиту вокруг всей деревни. Эти гигантские деревья были пурпурного цвета, и они были источником волшебного аромата, исходящего из этого места. В деревне был ряд деревянных зданий разных размеров, в которых могло разместиться более 100 тысяч дьявольских существ. Учитывая скудное население расы лазурного крыла, это было очень большое поселение. Между зданиями в деревне также было посажено несколько гигантских деревьев, которые скрывали многие из небольших зданий, тем самым создавая ощущение уединения. Синий свет вспыхнул в глазах Ханли, когда он окинул взглядом всю деревню, а затем остановил свое внимание на группе зданий, которые выпускали ограничения. Некоторые охранники расы лазурного крыла патрулировали улицы возле этих зданий, и никто из обычных существ лазурного крыла не осмеливался приближаться к ним. Голубой свет в глазах Ханли исчез, когда он отлетел от деревянной пагоды, а затем приземлился в переулке, в котором совершенно не было людей. После этого беззвучно появилось существо расы лазурного крыла, черты лица которого были идентичны чертам лица Ханли. Этот тип секретной техники маскировки не мог даже сравниться с эффектом маскировки его талисмана невидимости высокого зенита, но этого было достаточно, чтобы обмануть среднее дьявольское существо. Хань Ли улыбнулся, когда он вышел из переулка, а затем направился к хорошо охраняемой группе зданий. В то же время женщина из семьи Е уже показала себя молодой дьявольской женщиной в другом месте города, прежде чем отправиться в укромный уголок. В руке она держала малиновый треугольный металлический значок, от которого исходили слабые энергетические колебания. В небольшой деревянной хижине в деревне был установлен пятицветный световой барьер, а в комнате напротив друг друга сидели две гуманоидные фигуры. Это были никто иные, как Хань Ли и женщина из семьи Е, которые исследовали деревню в течение последних 2 дней. Хань Ли серьезно спросил: «Значит, ты уже подтвердила, что в этом дворце обитают основные существа лазурного крыла?» «Да, мое сокровище обнаружения демонстрирует очень сильную реакцию. Поэтому, похоже, там живет много основных существ лазурного крыла, что является как хорошей новостью, так и плохой», — вздохнула женщина из семьи Е. «Ты думаешь, это усложнит нам жизнь, фея Е?» — спросил Хань Ли. «С таким количеством основных существ лазурного крыла, собранных в одном месте, этот дворец должен очень хорошо охраняться. Возможно, там будет даже более одного дьявольского лорда на страже, поэтому наш первоначальный план вряд ли будет осуществим. Кроме того, у нас осталось не так много времени», — обеспокоенно ответила женщина из семьи Е. «В таком случае нам просто придется действовать силой. Я буду сдерживать там дьявольских лордов, пока ты позаботишься об основных учениках. Ты не против?» — спросил Хань Ли. «Без какого-либо вмешательства дьявольских лордов для меня, естественно, не будет проблемой захватить основного ученика. Однако, как только мы нанесем удар, нам нужно будет как можно скорее уйти. В противном случае на место происшествия прибудут другие дьявольские существа высокого уровня. Судя по масштабам этой деревни, здесь, по крайней мере, 7 или 8 дьявольских лордов. И это даже не принимая во внимание всех этих дьявольских существ на стадии пространственной закалки. К тому же, преодоление ограничений, установленных вокруг деревни, также займет некоторое время», — предупредила женщина из семьи Е. «Оставь ограничения мне. Я кое-что знаю о формациях, и за последние 2 дня я обнаружил здесь несколько слабых мест в ограничениях», — уверенно сказал Хань Ли. Женщина из семьи Е была в восторге, услышав это. Она сказала: «В таком случае мы должны быть готовы. Пока мы можем быстро сбежать, эти дьявольские лорды не смогут преследовать нас. И единственное, чего нам следует опасаться, так это того, что мы до сих пор не знаем, где находится этот клон священного предка. И, естественно, будет лучше, если мы не столкнемся с клоном. В противном случае нам придется использовать это сокровище, чтобы временно заманить его в ловушку», — сказал Хань Ли. «Это был бы наихудший сценарий. Давай пока отложим это дело и немного отдохнем.
Мы нанесем удар сегодня вечером, чтобы не возникло других взрывоопасных факторов, предложила женщина из семьи Е. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Хань Ли не возражал против этого и тут же закрыл глаза, чтобы помедитировать. Женщина из семьи Е еще раз тщательно просмотрела планы и, убедившись, что он действительно безупречен, тоже медленно закрыла глаза. Примерно через полдня на ледяном ложе в Большом дворце в деревне Благовоний сидел дьявол. У мужчины были пышные черные волосы, которые противоречили его морщинистым чертам лица, и в настоящее время он совершенствовал некую секретную технику. По внешнему виду невозможно было установить его возраст, но духовное давление, исходящее от его тела, ясно указывало на то, что он был могущественным дьявольским владыкой. Примерно в 10 футах от ледяного ложа находилась небольшая каменная платформа, напоминающая алтарь. Он был всего несколько футов высотой, но на его поверхности было написано бесчисленное количество рун, что указывало на то, что это было необычное сооружение. Внезапно из алтаря вырвался шар черного света вместе с низким гудящим звуком. Дьявольский человек тут же испуганно открыл глаза и бросил взгляд на алтарь. Что происходит? Эти маленькие негодяи снова активировали ограничения. Пробормотал себе под нос дьявол, нахмурив брови, затем тотчас же сложил ручную печать и исчез из комнаты среди свирепого порыва ветра. В следующее мгновение по главному залу дворца пронесся порыв ветра, и мужчина появился вновь. Он обвел взглядом зал, и его зрачки тут же слегка сузились. В углу зала стояла гуманоидная фигура в лазурной мантии, которая в данный момент осматривала гигантский черный клинок, висевший на стене. Черный клинок был всего лишь декоративным предметом, сделанным из обычных материалов, но фигура в лазурной мантии, казалось, была очень заинтригована им. Дьявольский человек был весьма встревожен, но он оставался совершенно бесстрастным, когда он спросил холодным голосом: «Кто ты? И почему ты ворвался в наш дворец поздно ночью?» «Мне просто было скучно, и я хотел найти кого-нибудь, с кем можно было бы поболтать», ответила фигура в лазурной мантии, продолжая рассматривать огромный черный клинок. «Ты хотел с кем-нибудь поболтать?» «Ты». Внезапно голос дьявольского человека оборвался, когда из соседней комнаты раздался глухой удар, заставив весь зал сильно задрожать. Выражение лица дьявола резко изменилось, и он сразу же метнулся к выходу из дворца, оставляя за собой след остаточных изображений. Однако прямо в этот момент человек в лазурной мантии усмехнулся, когда над его телом появились бесчисленные дуги лазурных и белых молний, после чего он внезапно исчез. Глава 2084. Битва. В следующее мгновение перед дьявольским человеком вспыхнула молния, и фигура в лазурной мантии появилась перед ним. Незнакомец тут же щелкнул пальцами, посылая бесчисленные лазурные нити, которые вылетели из его пальцев, образуя мощную лазурную сеть мечей. Человек в лазурной мантии, естественно, был никем иным, как Хань Ли, но его лицо в настоящее время было скрыто слоем лазурного света, а его рост и фигура также были немного изменены. Чтобы остановить дьявольского человека, он выпустил нити меча, образованные несколькими десятками лазурных бамбуковых облачных мечей. Каждая нить меча была очень тонкой, но они были слишком страшны даже для обычного сокровища. Этот дьявольский человек был назначен в это место для защиты основных учеников, поэтому он, естественно, был довольно могущественным существом. В ответ на атаку Хань Ли он издал громкий рев и выпустил изо рта порыв яростного лазурного ветра, а затем обеими руками схватился за сеть мечей. В тот момент, когда он набросился, желтый свет появился в центре его ладоней, который затем превратился в две проекции, одна из которых была змеем, а другая — тигром. В то же время из его тела вырвалась удивительная аура, и он планировал разорвать сеть меча грубой силой. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он увидел это, и он неторопливо указал пальцем вперед. Все полосы меча Ци мгновенно увеличились в размерах, прежде чем обрушиться сверху проливным ливнем. У проекции змея и тигра был только шанс издать мучительный вопль, прежде чем они были полностью уничтожены и растворены в небытии, после чего полосы меча Ци продолжали лететь прямо к дьявольскому человеку. Выражение лица дьявольского человека резко изменилось, и наколдованный яростный порыв ветра тут же смел его тело. В следующее мгновение полосы меча Ци пронзили порыв ветра, полностью рассеяв его, но дьявольского человека нигде не было видно. Хань Ли немедленно повернулся в определенном направлении, а затем поднял в воздух чернильно-черную ладонь. Взрыв невидимой силы вырвался из его ладони, и раздался сокрушительный грохот. Он был столь оглушающий, словно дикое демоническое чудовище гигантских размеров лопнуло от переполнявших его бешенства и ярости. Внезапно в этом пятне пространства появился шар серого света, вслед за которым из ниоткуда появилась гуманоидная фигура. Это был никто иной, как дьявольский человек, который только что применил секретную технику сокрытия и планировал совершить скрытую атаку на Хань Ли. Дьявольский человек был отправлен в полет более чем на 100 футов. Удар оказался неожиданно мощным, поэтому дьявольский человек с огромным трудом смог удержаться на ногах.
Он, бросив возмущенный и одновременно испуганный взгляд на Хань Ли, и пораженно прохрипел: «Это невозможно. Я уже полностью овладел уклонением дьявольского ветра. Как тебе удалось так легко увидеть сквозь него?» Хань Ли просто равнодушно оценил мужчину и ничего не ответил. Холодное выражение появилось на лице дьявола, когда он увидел это. Похоже, мне действительно придется вести себя более серьезно. Хань Ли просто улыбнулся, а затем внезапно взмахнул рукавом, чтобы выпустить серебряный огненный шар. Как ни странно, огненный шар был направлен в другой угол зала, а не в дьявольского человека. Во время своего полета серебряный огненный шар превратился в огненного ворона. Первоначально он был всего около фута в размере, но быстро увеличился примерно до 10 футов. Затем он с грохотом взорвался, затопив этот угол зала палящим серебряным пламенем. Прямо в этот момент раздался холодный звук «гар», и из серебряного пламени вырвался шар света, прежде чем превратиться в трехголовую проекцию лазурного питона длиной в несколько десятков футов. Как только проекция питона появилась, она открыла свои 3 пасти, чтобы выпустить 3 потока ледяной ци, одну лазурную, одну желтую и одну синюю. Они были выпущены в направлении приближающегося серебряного пламени, тем самым временно удерживая его на расстоянии. Сразу после этого из серебряного пламени во вспышке лазурного света выскочила гуманоидная фигура, а затем мгновенно оказалась рядом с дьявольским человеком. Это была женщина лет 30, одетая в длинное зеленое платье. Женщина была обычной внешности со слегка смуглым лицом, а на ее плече сидела трехголовая лазурная змея длиной около фута. «Старейшина Цин, я так рад, что вы здесь», — сказал дьявольский человек, выражение его лица немного смягчилось. «Этот человек обладает непостижимой силой. Я только что пыталась прокрасться мимо него, но он смог мгновенно обнаружить меня», — сказала женщина, оценивая Хань Ли с мрачным выражением лица. «У него должен быть сообщник. Мы должны стряхнуть его и немедленно добраться до основных учеников в павильоне духов. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы задержать его, а ты иди и спаси учеников», — призвал дьявольский человек. «Твое уклонение дьявольского ветра намного превосходит мою технику движения. Поэтому именно ты должен пойти и спасти учеников, а я пока постараюсь задержать этого мужчину», — возразила женщина, а затем внезапно подняла руку, прежде чем открыть рот. Полоса серебряного света вырвалась из ее рта, как молния, и мгновенно отрубила верхнюю половину одного из ее пальцев. Из раны были видны кости и плоть, но не было пролито ни одной капли крови. Змея, сидящая на плече женщины, сразу же очень возбудилась, увидев это, и тут же выстрелила, прежде чем сожрать отрубленный палец своей средней головой. Прямо в этот момент женщина начала что-то напевать, прежде чем открыть рот, чтобы изгнать несколько облаков пурпурной ци, которые полностью окутали лазурную змею. Тело лазурной змеи сразу резко увеличилось до более чем 100 футов в длину, и на каждой из ее 3 голов появился рог, один из которых был лазурным, один желтым, а последний синим. Дьявольский человек запнулся, увидев это, но затем сразу же кивнул, прежде чем щелкнуть пальцами, чтобы отправить малиновый браслет в воздух. Браслет пару мгновений вращался в воздухе, прежде чем испустить вспышку белого света, оказавшись белоснежной дьявольской птицей, похожей на гигантского сокола с зеленым дьявольским глазом на лбу. И трехголовый гигантский питон, и белая дьявольская птица обладали аурами, которые были не менее мощными, чем у 2 дьявольских лордов, и они, казалось, дополняли искусство совершенствования, используемое 2 дьявольскими лордами. Таким образом, 4 из них представляли собой грозный состав, который был эквивалентен 4 дьявольским лордам. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он провел рукавом по воздуху, чтобы вызвать желтую полосу света, которая превратилась в маленького зверя размером около фута. Это был никто иной, как Кирин, леопардовый зверь стадии интеграции тела. В то же время над его телом появился полный набор чернильно-черных дьявольских доспехов. Хань Ли сделал хватательное движение, после чего также появилась небольшая черная гора. Одновременно из палящего серебряного пламени, горящего в углу, раздался резкий крик. С этим криком серебряное пламя снова превратилось в серебряного огненного ворона и полетело обратно к Хань Ли. «Иди! Быстрее!» Настойчиво закричала дьявольская женщина, когда из соседней комнаты раздались новые толчки. Затем она немедленно подняла руку, чтобы послать в воздух более 100 полос зеленого света. Это были 108 зеленых иголок толщиной с волос, и они издавали слабый вонючий запах. В то же время трехголовый дьявольский питон одновременно поднял свои 3 головы, прежде чем снова выпустить потоки ледяной ци. Однако ледяная ци в этом случае была более чем в 2 раза сильнее, чем раньше, и в ледяной ци можно было увидеть слабые трехцветные руны. Что касается дьявольского человека, то он и белоснежная дьявольская птица вылетели 2 порывами яростного белого ветра, летящими прямо к боковой двери зала. «Останови его!» Проинструктировал Хань Ли, прежде чем немедленно швырнуть маленькую черную гору вперед, и она мгновенно увеличилась до более чем 100 футов в высоту.
Зеленые иголки врезались в гору в быстрой последовательности, создавая непрекращающуюся череду ударов, очень похожих на дождь, падающий на банановый лист. Однако Черная гора оставалась совершенно неподвижной, словно это была непреклонная крепость. Серебряный огненный ворон также выпустил изо рта взрыв серебряного пламени, который без проблем отбрасывал приближающуюся трехцветную ледяную ци. В то же время леопардовый зверь Кирин внял указанию Хань Ли и выстрелил в виде шара золотого света, а затем разделился на две части, прежде чем исчезнуть в воздухе. В следующее мгновение перед дьявольским человеком вспыхнули пространственные колебания, и на его пути появились две золотые фигуры, каждая из которых была размером около десятка футов. Сразу же после этого бесчисленные золотые когти устремились к нему и к белой дьявольской птице-соколу рядом с ним. Дьявольский человек направил свое духовное чутье на выступы когтей и сразу же встревожился силой, которой они обладали. Таким образом, он, естественно, не осмелился атаковать их в лоб и мог только остановиться на своем пути, прежде чем вызвать безупречный белый веер, который злобно пронесся по воздуху. Порыв ураганного ветра мгновенно вырвался на свободу, а затем превратился в серого ветреного дракона, который ринулся вперед с невероятной разрушительной силой. Тем временем дьявольский сокол синхронно взмахнул крыльями, посылая в воздух серию белых потоков ветра. Раздались оглушительные взрывы, когда золотой свет столкнулся с серо-белым ветром, и они, казалось, были равны. Всякий раз, когда дьявольский человек пытался прокрасться сбоку, прикрываясь дьявольским соколом, леопардовый зверь Кирин всегда умудрялся появляться прямо на его пути. С точки зрения общей силы, дьявольский человек и белый сокол превосходили леопардового зверя Кирин. Но леопардовый зверь Кирин был более искусным в технике движения, из-за чего эти двое не могли так просто убежать из битвы. Что касается Хань Ли, то он сражался с женщиной и гигантским трехголовым питоном, как будто прогуливаясь по парку. Какие бы яростные атаки ни обрушивались на него, он с легкостью отражал их. И если бы он не опасался того факта, что убийство дьявольской женщины может впоследствии привести к нежелательным неприятностям, она была бы уже давно мертва. Время быстро пролетело, и два дьявольских существа продолжали становиться все более и более расстроенными и разъяренными, но они были полностью заперты в зале. Как только Хань Ли задавался вопросом, как идут дела у его напарницы, в его ушах внезапно раздался чрезвычайно ликующий голос. «Мне удалось. Теперь мы можем идти, брат Хань». Хань Ли был в восторге, услышав это. Глава 2085. Успех. Он сразу же сделал ручную печать, и золотая проекция с 3 головами и 6 руками появилась позади него среди взрыва черной ци. Дьявольская проекция взмахнула 4 своими руками в воздухе, и в каждой из 4 рук появилось гигантское золотое лезвие. Эти клинки пронзили воздух, как молния, выпустив 4 огромных выступа лезвия, каждый из которых был около 100 футов в длину. Несмотря на все усилия дьявольских существ и дьявольских зверей, чтобы сдержать атаки, они все же были отброшены ударом. И Хань Ли воспользовался этой возможностью, чтобы убрать свою золотую проекцию и серебряного огненного ворона, прежде чем вылететь из зала как полоса лазурного света. Что касается леопардового зверя Кирин, то он также последовал за ним из зала в виде полосы золотого света. Сердце дьявольского мужчины и дьявольской женщины упали, увидев это. Они быстро переговорили друг с другом с помощью голосовой передачи, прежде чем дьявольский мужчина и белый сокол бросились в погоню, а женщина поспешно полетела к жилым помещениям основных учеников. Через несколько мгновений в боковом коридоре появилась женщина, и выражение ее лица мгновенно помрачнело. Мало того, что дверь в боковой зал была полностью разрушена, ограничения, установленные поблизости, также были полностью устранены, а несколько охранников в зеленых доспехах валялись на земле. Женщина тут же испустила пронзительный крик, который вырвался прямо в небеса, и вся деревня Благовоний мгновенно пришла в бешенство. Обычные существа Лазурного Крыла заперли свои двери и закрыли окна, в то время как более могущественные существа Лазурного Крыла поспешно вышли из своих жилищ, прежде чем полететь к боковому залу, в котором находилась женщина. Тем временем Хань Ли летел в укромный уголок деревни, а дьявол изо всех сил гнался за ним верхом на своем дьявольском коне-соколе. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он услышал пронзительный крик женщины, и выражение дьявольского мужчины слегка изменилось, когда он сделал глубокий вдох, готовясь издать собственный долгий крик. Однако прямо в этот момент Хань Ли внезапно подбросил в воздух несколько сотен золотых и серебряных талисманов, и все они мгновенно растворились в воздухе. Раздался оглушительный грохот, и источник мира Ци сильно содрогнулся, после чего перед тем, как рухнуть сверху, появилась грандиозная роскошная проекция. Сердце дьявола дрогнуло, когда он увидел это, и он лихорадочно взмахнул своим белым веером по воздуху, посылая порывы яростного ветра прямо к дворцовой проекции, временно останавливая ее. Однако Хань Ли просто холодно усмехнулся, указывая пальцем на дворцовую проекцию, и она начала светиться мерцающим светом, когда все яростные ветры были полностью нейтрализованы. Затем дворцовая проекция обрушилась на несчастного дьявольского человека,
и он внезапно оказался в мрачном сером пространстве с проекциями павильонов и дворцов вокруг него. Выражение его лица слегка изменилось, когда он тут же подбросил свой веер в воздух, и он превратился примерно в дюжину серых ветров, которые ринулись к проекциям. Однако он знал, что даже если он сможет сбежать из этого странного пространства, он никак не сможет преследовать Хань Ли. И это действительно было так. Как только дьявол попал в ловушку талисманов, Хань Ли сделал ручную печать, и пара лазурно-белых крыльев появилась на его спине среди громкого удара грома. Затем его тело вспыхнуло лазурно-белой нитью света, и он быстро исчез во тьме. Некоторое время спустя из тумана между тремя горами внезапно вырвался сотрясающий землю грохот, и огромная проекция меча прорезала море тумана. Туман рассеялся, и все ограничения, установленные вокруг деревни Благовоний, казалось, были разрушены этой проекцией меча. Сразу же после этого из рассеянного моря тумана вырвались две полосы света, а затем улетели вдаль. Через несколько мгновений раздалось несколько яростных рыков, и появилось несколько полос света разных цветов, устремившись по горячим следам к первым двум полосам света. Одной из первых двух полос света была женщина из семьи Е, и ее, естественно, сопровождал никто иной, как Хань Ли. Женщина оглянулась на преследующих дьявольских лордов расы Лазурного Крыла и улыбнулась, когда сказала: «Брат Хань, давай избавимся от них сейчас». «Хорошо, тогда начнем». Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем остановиться, после чего из его тела вырвались бесчисленные дуги серебряных молний, когда он превратился в серебряную птицу размером около 10 футов. Затем птица взмахнула крыльями, и под грохочущий удар грома резко увеличилась примерно до 100 футов в размере. Еще одним взмахом крыльев она выстрелила дугой серебряной молнии, которая исчезла в далеком небе в мгновение ока. Что касается женщины из семьи Е, то она также превратилась в пятицветного феникса и растворилась в воздухе во вспышке пятицветного света. Полосы света, преследовавшие их, остановились, и одна из них оказалась никем иным, как дьявольской женщиной в зеленом платье. У всех, естественно, было разъяренное выражение лица, а аловолосый пожилой мужчина в ярости ударил тростью по земле. Эти ублюдки сбежали. Они оба превратились в каких-то зверей. Может быть, они из дворца повелителя зверей. Не обязательно. Вопрос в том, почему они вообще проникли в нашу деревню. Старейшина Цин, вы были первой, кто поднял тревогу. Вы что-нибудь обнаружили? Холодным голосом спросил и сине-черный дьявольский лорд с совершенно скрытыми чертами лица. Женщина в зеленом платье на мгновение замялась, прежде чем стыдливо ответить. Один из истинно кровных учеников в зале Лазурного Духа был похищен. Значит, они действительно охотились за настоящей кровью Лазурного Луаня. С остальными учениками все в порядке? Спросил чернильно-черный дьявольский лорд. Они все в порядке, просто потеряли сознание. Но ученик, которого забрали, был одним из учеников истинной крови с самым большим скрытым потенциалом, ответила женщина. Понятно. В таком случае мы не можем просто игнорировать этот вопрос. Свяжитесь со священным предком, как только вернемся. Эти двое значительно сильнее нас, поэтому только сам священный предок сможет их остановить, с мрачным выражением лица сказал чернильно-черный дьявольский лорд. Кажется, у нас нет другой альтернативы. Если мы не поймаем этих двоих, репутация нашей расы будет сметена с лица земли. Кажется, некоторым людям нужно напоминание о том, что мастер Лин Юань принадлежал к нашей расе, сказал пожилой мужчина с алыми волосами. Таким образом, поговорив еще немного, дьявольские владыки, наконец, повернули назад. Тем временем Хань Ли и женщина из семьи Е летели более полудня, прежде чем спрятаться в уединенной пещере. На этом основном ученике могут быть установлены следящие метки, поэтому давай оставим его, как только мы извлечем его настоящую духовную кровь, сказал Хань Ли, как только они вошли в пещеру. Конечно. Дай мне полчаса, и я смогу извлечь настоящую кровь духа, ответила женщина с улыбкой, прежде чем опустить рукав вниз. Тут же вылетел синий шелковый платок, который развернулся, чтобы освободить бессознательное тело представителя расы Лазурного Крыла. «Хорошо, я буду присматривать за тобой, фея Е», — сказал Хань Ли, выходя из пещеры. Женщина из семьи Е, естественно, не возражала против этого. Она перевернула руку, чтобы достать стопку флагов построения и пластин построения, с помощью которых она начала создавать духовное построение. Примерно через час Хань Ли услышал веселые шаги, приближающиеся к нему сзади. Выражение его лица слегка изменилось, и он сразу же обернулся, после чего его встретила ликующая женщина из семьи Е. «Похоже, ты успешно извлекла настоящую духовную кровь, фея Е?» — спросил Хань Ли с улыбкой. «Действительно. Вдобавок ко всему, чистота этой истинной духовной крови намного превосходит то, что я ожидала. Кажется, что это совершенно исключительное существо даже среди основных учеников. Теперь, когда истинная духовная кровь извлечена, давай убираться отсюда».
надо уходить немедленно. «Брат Хань, это твоя порция истинной духовной крови», — с улыбкой ответила женщина из семьи Е, прежде чем бросить небольшой нефритовый пузырек Хань Ли. Глаза Хань Ли загорелись, когда он взял маленький пузырек в свои руки, затем снял крышку и окинул своим духовным чувством его содержимое. Это действительно настоящая кровь лазурного луаня. Очень хорошо. «Давайте сейчас же покинем хребет железного песка», — сказал Хань Ли с ликующим выражением лица, убирая маленький пузырек. Таким образом, они вдвоем немедленно поднялись и улетели, как две полосы света. 2 дня спустя группа существ лазурного крыла обнаружила молодого основного ученика, лежащим в пещере в бессознательном состоянии. Он все еще был жив, но настоящая духовная кровь из его тела была полностью удалена. Это, естественно, вызвало настоящий переполох во всех деревнях расы лазурных крыльев, но вскоре после этого появилась еще более удивительная новость. Оказалось, что клон священного предка Линь Юаня, которого вся раса считала покровителем, недавно вернулся из долгого путешествия. Однако он вернулся с тяжелыми ранениями и сразу же ушел в уединение, отказываясь кого-либо видеть. Некоторые из дьявольских владык, знавшие об обстоятельствах этого дела, были крайне ошеломлены, и все они заключили соглашение никогда не говорить об этом, а также строго запрещать своим собратьям обсуждать это дело. Таким образом, то, что должно было привлечь большое внимание многих дьявольских сил, было насильственно подавлено, и никакой информации по этому поводу не просочилось из расы лазурных крыльев.